16 апреля, шорт мой по битку тянется. Я на ютубе вкладка сообщества публикую там разную интересную информацию. Там переходите, смотрите. Например, вот сейчас покажу, что это сантимент, который я собрал по битку. Биткоин, видео про евро, но биткоин, он тоже, чтобы сложился пазл по евро, нужно анализировать. Короче, по битку сейчас все уже за лонги. Вот если блок, это сантимент, сейчас 6 человек за рост, 2 за снижение. Дальше медвежьи дивергенции бычьи 0, медвежьи 3. Нажимайте на паузу и смотрите. И по этому самому, по геополитике, типа уже все, война закончилась, да? Но это все манипуляция. Видео будет по нефти, по фондовому, там все покажу и объясню. И также по Ютубу, по там определенным ключевым словам, по фильтрам. Короче, вот 32 источника, дивергенции 2, за рост и за снижение 3. Ну, это такое. Там я за вот это не отвечаю. Если вот это тут технари, я их знаю со всего мира. Там Англия, Австралия, Франция, немцы, короче, там много чего интересного. А тут ну, то, что в Ютубе поиске, в топе по запросу. И тоже топ запроса, видим, да, что 16 за рост, 6 за снижение. Это мы понимаем, что говорит, что толпа не может быть всегда права. И вот аномальный приток битков за 1 час с 2025 года. Тоже интересное наблюдение, когда все перепродано, ну, это звоночек. Так, по евро, что мы видим? Мы сейчас, напоминаю, я показываю, как работает большой таймфрейм. Сегодня у нас обновление 75 дней, я показываю мультитаймфрейм, 75 разделить на 4, это 19 дней. Как это работает? Вот 75 дней, как бы рост идет, да, цена растет, но 19 дней, light time frame, это меньший таймфрейм. Показывает медвежью дивергенцию. Вот здесь был перехай, мы откатились. Второй перехай, откатились. Сейчас мы тестанули вот тело вот этой свечи, тело мы тестанули, и медвежья дивергенция есть. Тут все говорит за снижение, медвежья дивергенция на объеме. Тут я топлю, что мы будем снижаться, а доллар будет расти. И дальше смотрим, 38 дней, 38 дней, light time frame у нас 10 дней, 10-дневка синхронно снижается, вот это уже по медвежьему. То есть мы снижаемся, вот цена, да, вот было обновление, вот так оно идет. Я надеюсь, вы видите, да, я же рисую вам. Если так неудобно, то напишите, чтобы я понимал. И этот в комментах. И мы вот тут снижались, и индикатор, и цена снижается. Это все по медвежьему. То есть мы на 38-дневном таймфрейме в зоне перегретости. Зеленый фон математически это продажа старшего умного капитала. Так, и что у нас еще? На дневном таймфрейме сегодня мало. Давайте еще трехдневку посмотрим. На трехдневке у нас цена растет, объем растет, но по объему у нас скрытая медвежья дивергенция. Мы объем вон как выстрелили, да, объем хорошенько так растет, а вот этот хай мы не обновляем, то есть это все слабенько. И также light time frame, вот это желтенькая, это 18-дневка, также показывает, ну тут показывала скрытую медвежью дивергенцию, мы тут вот в этой области не могли обновлять, вот эту проторговку, да, не могли обновлять. Потом мы обновили, начинаем дальше чуть расти, но 18-часовка показывает медвежья дивергенция. Это уже слабость, вот это медвежья дивергенция. Сейчас мы видим, какой-то откат идет. С этим понятно, разобрались, да? И что еще? И дневной таймфрейм посмотрим на дневном. Я надеюсь, вы видите. Я просто привык к вот этому всему. У меня тут много всего. Допустим, вот объем я вижу, потом цена. И цена это у меня дублируется с главного графика. Вот главный график, вот все штаги анализирует. А я анализирую подвальный индикатор. Это MACD Pro, который я разрабатывал больше 1,5 года. Очень классный индикатор. Вы сами видите, что он хорошо подсвечивает, где у нас ложный рост, где настоящий рост. Вот тут мы растем, а 6-часовка показывает 6 часов. Это light, это меньший таймфрейм. Показывает, что медвежья дивергенция. Сейчас мы делаем откат. Но здесь у нас рисуется уже, вот так мы можем натянуть скрытая бычья. Ну, скрытая бычья, это нужно ее еще правильно понимать, потому что скрытая бычья, она либо за боковик, либо за рост. Но есть еще моменты, когда она показывает, что это просто боковичок и дальше будет снижение. А почему? Потому что нам главный таймфрейм, это вот зеленый таймфрейм, это 75 дней. Он зеленый, понимаете, на зеленых все продают. Большой капитал на зеленом продает. Дневка нам говорит, что у нас тоже перегретость. И 6-часовка вот уже рисует медвежью дивергенцию. Дневка также, кстати, вот рисует у нас скрытые медвежьи дивергенции. Если вот отсюда посмотреть, то мы обновляем вот эти области, а цена не обновляет. Давайте посмотрим на 6-часовку. 6-часовка мы растем, а вот у меня есть фильтр, это бирюзовый цвет, видите, да? Вот это бирюзовый цвет. Давайте я отключу, чтобы было ясно. Как бы оно фильтрует вот это ложные движения MACD. Потому что если бы 6-часовка тоже рисовала вот это 30-е скользящее рост, то я бы, да, говорил, что да, это истинный рост. Но сейчас мы видим, что у нас медвежья дивергенция получилась, дальше еще мы перехай получили, еще медвежья дивергенция, это накопительный характер, и сейчас наблюдаем, что же будет, какой будет исход. Тут понятно, медвежья дивергенции, и я ожидаю, что мы пойдем ниже, а евро, а доллар будет расти. Давайте посмотрим по уровню волатильности, сначала посмотрим 12-часовку, вот она. Так, это очень серьезно, это месячный уровень сопротивления, ну,
с первого раза мы его не пробили, тут может быть флэт, может еще слипнуть вот этот хай и потом уже пойти вниз. Но я вижу не так. Я вижу, что мы с текущей будем падать. Почему? Потому что вот тут можно посмотреть, такая же самая ситуация была. Да? Вот мы пришли и уверенно начали расти. Тут, да, мы начали расти. Я вам покажу двухдневный таймфрейм. Это мой MACD. Он все показывает и ставит все точки над «и». Во-первых, сегодня будет видео по нефти, чтобы все пазлы сложились, обязательно к просмотру, или потеряете свои деньги. Вот здесь у нас был пробой, и мы так уверенно росли. Смотрим, что нам показывал MACD. MACD нас показывал, что мы в это время получили откат, и линия MACD была в положительной зоне, выше нуля. Это положительно, это бычья коррекция. То есть мы на бычьем рынке по евро, да, получилась коррекция, то есть это ложный выход вниз был. И MACD у нас на таймфрейме 2 дня была в положительной зоне, и вот мы показали силу. Сейчас у нас другая картина. У нас вот эта красненькая, фиолетовая, да, это 200-я скользящая. Если я говорю, что это 30-ка, это две скользящие, одна быстрая, другая медленная. 200-ка у нас смотрит вниз. Евро нужно будет покупать тогда, когда 200 будет в отрицательной зоне. Вот, отрицательная зона – это 25-й год, синий фон, математически это правильная сторона, и мы полетели вверх. Тут нужно было лонги брать. Сейчас мы около хаев, там осталось чуть-чуть, да, и у нас все смотрит вниз. MACD у нас в отрицательной зоне, ниже нуля, и вот это тело гистограммы, вот оно, мы не сможем пробить. Вот посмотрите, добавьте это видео в избранное, и все, оно таки будет. Тут мы видим, что на двухдневке мы силы, у нас нету силы, потому что мы на медвежьем рынке, мы перестроились, и мой индикатор говорит, что все, это кульминация завершается, и мы снижаемся. Также я каждый день рассказываю и показываю кучу таймфреймов, 10, бывает 15 таймфреймов в одном видео, где разные нестандартные таймфреймы. Ну, кто вам такое покажет? 75 дней. Да никто такой вообще даже не знает, что есть такой таймфрейм. Либо таймфрейм 38 дней. Кто такое знает? Да никто такое не знает. Вот если вы мне не верите, например, я покажу, что он, да, не сегодня, просто сегодня мало 20, когда? 24 так, заминка. 24 февраля. Я не понял, а почему я его открыл? Это ошибка. Давайте сейчас я разберусь. Вот это он. 38 дней. Через 2 часа заканчивается. Так, доминочка. 24 февраля, сегодня 16 апреля. Может, настройка что-то не то у меня стоит. Блин, я туплю. Короче, 17 апреля это завтра будет. Сегодня он закрывается. Видите, когда ты не досыпаешь, когда ты 6 дней в шортах сидишь в битке и слушаешь, что все это топят за вот это, за лонги, и ты думаешь, блин, а не сошел ли я с ума? Нужно, может, тоже лонгистовать, но я иду против толпы. Короче, сегодня вот закрывается свеча, и видим, что оно синхронно. Все идет, цена снижается, и индикатор снижается. Я топлю за снижение. Так, дневка. Я, короче, смотрел 6-часовку. 6-часовка нам говорит тоже все за снижение. Тут у нас как бы рисуется скрытая бычья дивергенция, но я говорил, что старший говорит на снижение. Ну и по волатильности, давайте посмотрим уровень волатильности. Сначала посмотрим, 12 часов я вроде бы показал, да, или нет? Так, и сейчас еще покажу вообще табличку от 1 минуты до 30 дней. Так, вот здесь у нас фонда уже далеко улетела, сделала перехай, короче, ну, по фонде тоже смотрите, там много будет интересного, и вы сможете понять. Короче, здесь мы уровень волатильности, вот белый, сопротивление, вот поддержка. Мы росли. Вот тут мы показали волатильность хорошую, да, по боковике простояли, и вот это уже ложный рост. Тут медвежьи дивергенции. Вот показываю. Вот мы растем, а медвежьи дивергенции, они уже тут на базе есть. Медвежьи дивергенции тут кругом, они все и по объему, и по цене. Так, и дальше двухчасовка. Двухчасовка мы тоже внутри канала. Евро уже какой-то откат показала, но это просто будет боковое движение. Сейчас буду сюда налипать, короче, все, уже говорят по этому самому Bloomberg всякие. Вот тут, кстати, я беру Bloomberg, где вот геополитика. Вот это 6 видео, оно длинное, там все разбирается. Нажимайте на паузу и просматривайте, чтобы экономить свое время. Я ценю ваше время. Тут у нас мы внутри проторговки, чтобы что-то было, нам нужно сходить на трехдневной ценовой по уровню цены. И тут как раз будет уровень волатильности. И тут уже будем наблюдать, что оно покажет. Сейчас, то без позиции, я бы ничего не делал, потому что здесь тупо боковик. По индикаторам тут у нас все идет синхронно. Это двухчасовка показывает, что идет синхронно. Цена снижается, индикаторы снижаются. Вот была медвежья дивергенция по двухчасовке. Оно все отрабатывает. Тут все за снижение пока. Все, в общем, давайте еще покажу табличку, которая показывает от 1 минуты. Вот 1 минуты до 30 дней. Так, это у нас евро, видим, да? Евро. Так, что у нас тут показывает табличка? Показывает 28-29 дней медвежья дивергенция. Это показывает Боллинджер 16 часов. Показывает 9 часов медвежья дивергенция. Ну и вот локально уже что-то там рисуется 25 минут, 30 минут. Это у нас задержка 2, страховка 2 бара. Тут, видите, уже прошло. Тут уже не так
меньше дивергенции, потому что тут страховка 1 балл. И что? И по волнам у нас, где же дивергенция волновой. Короче, вы понимаете, да, на одном экране вы видите вот один индикатор MACD, линия гистограмма, потом MACD 5.15 и волновой, Боллинджер и индекс страха и жадности. Все, лайк, подписка, эти индикаторы абсолютно бесплатно можно взять. Просто регистрация по моей ссылке, я вас направлю, покажу, как нужно торговать. И вы будете правильно понимать рынок, и будете на правильной стороне рынка, а не как толпа покупать на хаях, продавать на лоях. Все, лайк, подписка.